Друзья, всем привет! Мы с вами находимся в Сан-Франциско. За мной Сити-холл или городская ратуша. Слева от меня находится Верховный суд Калифорнии. Там публичная библиотека. Казалось бы, центр города. Но это самое опасное место в городе, потому что именно здесь находится район Тендерлойн, который считается самым опасным в Сан-Франциско. Да, вот я вам записываю сейчас этот ролик и смотрю на камеру, которую я поставил, потому что вокруг ходят подозрительные люди с мешками, и ходят они не просто так, потому что Тендерлойн — это худший район в Сан-Франциско. Тендерлойн находится в самом центре города, в 2 шагах отсюда здание мэрии. Вот она, консерватория, музей, библиотеки, штаб-квартира Твиттера, Убера, буквально в 2 кварталах отсюда. И посреди всех этих центров общественной жизни находится кромешный ад. Район получил звание то ли от хорошей вырезки, Тендерлойн — это вырезка, которую раньше могли себе позволить только нечистые на руку полицейские, или от, еще говорят, бедро проституток, которыми Тендерлойн тоже когда-то славился. Раньше это был центр ночной жизни, но после Второй мировой войны центр Сан-Франциско сильно обезлюдил. Зато начиная с 70-х годов здесь начали селиться беженцы из Юго-Восточной Азии, вьетнамцы, лаосцы, камбоджийцы, другие ребята. И часто их набивалось по несколько человек в маленькие студии, так что дома, которые здесь были, вот такие вот квартиры, полиция называла вертикальными деревнями. Со временем часть района даже получила прозвище «Маленький Сайгон». В Тендерлойне обычно такие преступления, как кражи, особенно из припаркованных машин, машины вообще лучше не оставлять, сразу разбивает стекло. Грабежи, нападения с отягчающими обстоятельствами. Мне, кстати, рассказывали, даже велосипедистов палками сбивают, чтобы ограбить. Большинство преступлений здесь связано с наркотиками. Здесь их продают прямо на улицах, мы сейчас увидим, средь бела дня. Причем не только легализованную в Калифорнии марихуану, точнее вообще не марихуану, а все подряд. В основном это крэк, героин, разные виды амфетаминов. В общем, самую-самую дрянь продают здесь. Кстати, забавный пример. В районе есть улица под названием Тёрк-стрит. И один из участков этой улицы был опасным даже по меркам этого очень опасного района. Почему так было? Потому что там были парковки, и из-за этих припаркованных машин местные бандиты продавали наркотики, прячась за машинами от полицейских. Но в 2014 году парковку там полностью на этой улице запретили, и наркоманов на улице сразу стало меньше. Так что видите, как запрет парковки помог сделать улицу безопаснее. То есть, с одной стороны, все вот эти вот модные хипстеры с гигантскими зарплатами, которые занимаются технологиями. О, стоп. Кто-то душ принимает. Голый чувак, там пар, и он на пару готовится с утра. Блин, какая жесть. Я вообще ничего не понял, как это возможно. Нет, слушай, это что надо объесться, чтобы голым на пару готовиться? Блин, вот это жесть. Это не бомж, он толстенький. Ну, толстый бомж, о чем? Ты не забывай, здесь у бомжей пропитание 2000, у них есть пособие и все остальное. Вон еще один чувак спит на этом. Кто-то блюет, кто-то сыт стоит. Какая дичь вообще. Что происходит? Вообще говорят, выходные здесь более-менее прилично, потому что в выходные работают всякие вот благотворительные службы, которые их кормят, моют. И в выходные бездомные заняты приведением себя в порядок. Набираются сил на неделю, чтобы можно было всю неделю употреблять наркотики, спать на улице и вести разгульный образ жизни. Вон она с шприцом играется. Вот сейчас будет. Вон у нее шприц. Да, и здесь вот в 20 метрах стояла машина полиции. То есть она вот сейчас здесь колется какой-то наркотой, ну не знаю, что там у нее в шприце. И здесь вот на перекрестке стоит полиция, но всем все равно. То есть мне кажется, не только рады, что эти бомжи быстрее сторчатся и не нужно будет платить им эти все огромные пособия. Вон там на тротуарах они, смотрите, целые у них, это как лежбище котиков. Здесь вот, видите, например, остановка, и уже сидят бездомные. Кстати, сидят и курят наркоту, чтобы вы понимали. Все ходят с такими капюшонами, с головами, смотрящими в пол, себе под ноги. В общем, за наркотики точно никто здесь никого не останавливает, потому что они все ходят с этими шприцами и валяются в каком-то непонятном состоянии. Помимо наркоманов, здесь постоянно тусуются бомжи, а местные жители уже перестали жаловаться на эту вечную грязь, потому что это совершенно бесполезно.
Район в буквальном смысле засан. Город установил здесь 5 переносных кабинок для бездомных, чтобы они могли гадить, но этого мало. Народ продолжает мочиться и испражняться прямо на тротуарах. Нью-Йорк Таймс пишет, что за последние 3 года, еще раз, за последние 3 года город заменил около 300 фонарных столбов, разъеденных человеческой мочой. Это вот пишет Нью-Йорк Таймс. Но еще страшнее проблемы использованных игл, которые здесь повсюду эти героиновые наркоманы разбрасывают. Только за август прошлого года с улиц Тендерлойна было собрано более 164 тысяч игл. Представьте, какое количество. Кошмар. Что касается наркодилеров, они сработают посменно. То есть все точки по наркотикам работают круглосуточно. Бездомных и героинщиков продавцы иногда, кстати, используют в качестве живых складов. То есть у самого дилера, когда его ловят, при себе там, ну, лишь какая-то небольшая доза, ничего нету. И даже в тюрьму он отправляется совсем ненадолго. А большая часть товара остается за пазухой у бомжа, который за дозу хранит рядом с собой все эти наркотики, просто валяется в углу. И, ну, а что, если его поймает полиция, ему вообще пофиг, он уже убитый. Сами дилеры, кстати, живут за пределами Тендерлойна и приходят на точки, как мы с утра едем на работу. Согласно недавнему отчету мэрии, 56% всех арестованных в Сан-Франциско за торговлю наркотиками в 2017-2018 годах были задержаны именно здесь. То есть более половины всех за наркотики, кого задержат в маленьком Тендерлойне, это буквально здесь 5 на 5 кварталов. Аресты, кстати, помогают далеко не всегда. Часто наркоторговцы получают испытательный срок и сразу же возвращаются на улицы. Пишут, что среди дилеров много женщин по причине, что им удобно прятать наркотики в вагине. Простите за эту информацию, но так написано в инструкции к этому району. И еще, кстати, как говорят полицейские, дилера здесь можно вычислить по хорошим кроссовкам или ботинкам. Здесь видно целый бомж-городок около публичной библиотеки. При том, что здесь вот здание Капитолия, здесь какие-то детские площадки. Это вот библиотека, и там вот целый мир у них. Слушай, они прямо на каждом переулке. Да. И вот опять лежбище. Вот опять лежбище. Вот опять там народ. Блин, слушай, они повсюду прямо. Слушай, как здесь люди живут? Да, вот и они здесь все на тротуарах прямо лежат со шприцами, колятся. Вообще жесть. Некоторые общественные деятели считают, что мэрия Сан-Франциско намеренно ведет слишком вялую борьбу с наркоторговлей и наркоманией в Тендерлойне. Сейчас это как бы такой наркозаповедник, а если вычистить отсюда всю заразу, наркотики могут распространиться в других кварталах, поэтому, решили, пусть это все здесь будет, здесь это все трогать не буду. Но официально эту версию, конечно же, никто не подтверждает, и власти делают вид, что что-то делают, как-то борются, но реально ничего не происходит. Вот несмотря на то, что здесь много полиции, здесь еще большой полицейский участок, но это никого не останавливает. То есть они прямо на улице ширяются. У многих шприцы можно в руках вот увидеть. Вот полицейская машина, вон полицейская машина, вот полиция. Вот здесь сколько полиции. А это вообще полицейский участок. То есть это все бесчинство происходит прямо под стенами полицейского участка. И вот мы отъехали, и вот опять все тротуары этими наркоманами, наркоманами завалены. Но только наркотиками рынок Тендерлойна не ограничивается, конечно же. Здесь воры и грабители сбывают свои трофеи. В принципе, в Тендерлойне можно купить вообще все, что угодно, от новенького айфона. Ну, кстати, проехала полиция, чтобы вы понимали. В общем, здесь от новенького айфона до ноутбуки, украшения, часы, в общем, все, что воруют, потом относят сюда, и здесь на улице все это дело продают. Кстати, забавный момент. В Калифорнии крупной кражей считается, если убыток более чем на $950. То есть все, что ниже $950, это не крупная кража, поэтому даже если вора поймает полиция, он там несколько дней посидит, и его отпустят, и все. То есть можно воровать, это вообще нельзя, но они воруют, и это вообще кошмар. В июне прошлого года в Сан-Франциско избрали нового мэра. Им стала женщина-афроамериканка Лондон Брит, и она пообещала разобраться с бомжами, разобраться с наркоманами и, в частности, установить контроль над душевно больными. Полгода назад госпожа Брит лично прогуливалась по Тендерлойну, правда, ее сопровождала полиция, и она во время прогулки наткнулась на женщину, которая валялась на асфальте и готовилась вонзить героиновый шприц себе в руку. Так что мэр в курсе. Еще раз, вот это вот мэрия.
Ну, кстати, в защиту Сан-Франциско я хочу сказать, что вот такая жесть здесь только в одном районе. То есть это не весь город. И, конечно, не надо судить о всем городе по этому району. Хотя, конечно, проблема с бомжами, она очень серьезная. Из-за дурной репутации в Тендерлоне сильно упали цены на жилье. Например, квартиру здесь можно снять в среднем за $1500, когда как в соседних кварталах она уже будет стоить там 3 тысячи, 4,5 тысячи. Очень дорогая недвижимость в Сан-Франциско, но здесь в 2-3 раза дешевле, чем в соседних районах. Кстати, некоторые американцы, которые только переезжают в Сан-Франциско, готовы рискнуть и селятся в этом районе. Интересно, что в некоторых статьях жители района сравниваются с заложниками исламского государства, потому что нельзя отбить Тендерлойну бандитов, наркоманов и сумасшедших, не нанеся ущерб обычным жителям, которые вынуждены просто годами терпеть такое соседство. В Штатах очень невероятно вот эта вот история, границы очень четкие. То есть вот там вот видите, где пар, там уже наркоманы, бомжи и прочая жесть, а здесь люди гуляют с собачками, детские площадки. Ну, там, кстати, кто-то вот в обоссанных штанах уже под кустом он валяется. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписочка, комментарии. И вообще напишите, насколько вам интересен такой контент. Может быть, ограничимся красивой архитектурой, модным благоустройством. Или иногда вам показывать вот такую вот жесть. Все, ребят, пишите комментарии. Всех люблю, берегите себя, приезжайте в Сан-Франциско.